Привет, друзья! Сегодня сразу несколько событий, которые могут изменить и Германию, и Европу. В центре внимания судьба железных дорог. На место главы Deutsche Bahn претендует Эвелин Пала. И если ее утвердят, компанию впервые возглавит женщина. Но это лишь начало. В Соединенных Штатах Америки президент Дональд Трамп неожиданно делает громкое заявление о прессе. А Пентагон вводит новые правила для журналистов. В Саксонии тысячи сотрудников лишаются работы из-за банкротств компаний, а концерн Ford готовит неимоверные масштабные сокращения на заводе в Кёльне. Тем временем Германия спорит о невероятно дорогом лазерном проекте для флота и о реформе социальной системы, которую продвигает канцлер Фридрих Мерц. И еще тревожное сообщение о волне телефонных мошенничеств в Германии, из-за которых полиция усиливает меры и принимает новые решения с предупреждением граждан. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить главное и быть в курсе всех последних новостей Германии и Европы. Итак, в Германии готовится к смене руководства в государственном железнодорожном концерне Deutsche Bahn. На пост главы компании предложена Эвелин Пала, которая сейчас возглавляет подразделение региональных перевозок Deutsche Bahn. Она может сменить Ричарда Луца, руководящего Deutsche Bahn с 2017 года. Кандидатуру Палы поддержал министр транспорта Германии Патрик Шнайдер из партии Христианско-демократический союз ХДС. Окончательное решение предстоит принять наблюдательному совету компании. Необходимость обновления руководства связана с глубокими проблемами железнодорожного концерна. В августе пунктуальность поездок дальнего следования опустилась ниже 60%, инфраструктура сети изношена, а жалобы пассажиров продолжают расти. Одновременно министр транспорта анонсировал новую стратегию развития Deutsche Bahn. Она предполагает модернизацию путей и станций, ускорение ремонтов, сокращение задержек и улучшение качества обслуживания. Если назначение будет утверждено, Пала станет первой женщиной во главе компании. И еще интересное новое неожиданное заявление из-за океана. В Соединенных Штатах Америки усиливается спор. Президент Дональд Трамп назвал большую часть репортажей СМИ о себе неправильными. Он заявил, что 97% новостей о нем и его администрации негативны, и выразил мнение, что такая критика является неправомерной. Одновременно Пентагон под руководством министра обороны Пита Хеджета ввел строгие меры правил для журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Согласно этим правилам, медиа обязаны получать одобрение Пентагона перед публикацией любой информации, даже если она не считается государственной тайной. Журналистам предложили подписать клятву, что они будут соблюдать эти требования, в противном случае им могут аннулировать аккредитацию. Также установлены жесткие ограничения на свободу передвижения репортеров внутри Пентагона. В охраняемых зонах они обязаны быть под присмотром, носить специальные пропуска и следовать регламенту. Организация по защите свободы слова, в том числе журналисты без границ, выражает обеспокоенность, что эти меры могут ограничить права прессы и создать прецедент влияния на журналистскую независимость. Далее новость, на которую стоит обратить внимание. В федеральной земле Саксония тысячи работников оказались без работы из-за банкротств компаний. Более, внимание, 4700 сотрудников потеряли рабочие места за первое полугодие 2025 года, поскольку предприятия объявили о несостоятельности. В 2024 году таких случаев было чуть больше, 6300, что уже было заметно выше по сравнению с 2023 годом, когда было около 5500. И 2022 примерно 2300. Причиной такого роста называют ухудшение финансового положения компании, увеличение долгов, рост ставок по кредитам, высокие расходы, особенно на энергию, и бюрократические препятствия. Компании из сфер торговли, транспорта и гостинично-ресторанного бизнеса особенно часто объявляли банкротство, а также отрасли услуг и производства. Сара Вагенкнехт, глава политического объединения «Союз Сары Вагенкнехт», выступила с критикой в адрес федерального правительства. Она подчеркнула, что трудности властей в преодолении высокой стоимости энергии и бюрократических барьеров негативно сказываются на средних и малых предприятиях, что ведет к потере рабочих мест и ослаблению экономики. Кроме того, статистика показывает устойчивый рост числа фирм, объявляющих о банкротстве. В 2024 году, например, в Саксонии было зарегистрировано 867 заявлений на введение процедуры несостоятельности, что на 16% больше, чем в предыдущем году. И еще одна последняя новость в продолжении этой негативной тенденции. В Германии автомобильный концерн Ford объявил о масштабных сокращениях на заводе в Кёльне.
Около 1000 сотрудников производства лишатся рабочих мест, когда компания с января перейдет с двухсменного режима на односменный из-за слабого спроса на электромобили. В рамках уже действующего плана экономии общий объем потерь рабочей силы к концу 2027 года составит, внимание, 2900 человек. Для стимулирования добровольных увольнений Форд предложил уволенным выплаты по соглашению об уходе и режим досрочной пенсии. Согласно внутренним документам, базовая компенсация начинается с 25 тысяч евро для работников с годом стажа. При 4 годах трудового стажа она возрастает до 40 тысяч евро и далее по 10 тысяч евро за каждый дополнительный год службы, но до максимума 80 тысяч евро. Для тех, кто работает на Ford более длительное время и в высоких тарифных группах, выплаты могут достигать сумм в 6 цифр. В отдельных случаях даже более 300 тысяч евро. Например, сотрудник младше 55 лет с 4 годами стажа, член профсоюза и имеющий ребенка может рассчитывать на компенсацию порядка 63 тысячи евро до вычета налогов. Эти шаги – это часть усилий Форда по адаптации к изменяющимся рыночным условиям в отрасли электромобилей и сокращению затрат, чтобы сохранить конкурентоспособность. А дальше еще интереснее. В Германии разгорается спор вокруг проекта дорогостоящего лазера для флота. Германия планирует закупить у компании Rheinmetall лазерную систему для морской обороны от дронов и ракет. При этом контракт хотят заключить напрямую без публичного тендера. Критики заявляют, что в этих условиях Rheinmetall может получить заказ, даже если его технология будет хуже, дороже или доставка медленнее, чем у конкурентов. Министр обороны Германии Борис Писториус входит в число сторонников этого проекта. Всего предполагается, что до конца десятилетия будут изготовлены 3 демонстрационных лазерных устройства. Стоимость проекта оценивается примерно 390 миллионов евро. Главная критика – это то, что уже существуют готовые системы на рынке, которые якобы работают даже лучше и могут быть дешевле. Например, австралийская компания Electro Optic System предлагает лазеры мощностью до 100 кВт с диапазоном действия более 5 км и готова поднять мощность до 120 кВт, при этом обещает цену заметно ниже, чем у Rheinmetall. Также звучат сомнения по поводу процесса закупки. Когда есть на рынке уже готовое решение, логично проводить конкурентный отбор, а не сразу отдавать заказ без тендера. Оппозиционные политики указывают, что если Германия намерена сделать национального чемпиона в оборонной промышленности, то этот выбор должен быть прозрачным и обоснованным. И это еще не все. Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь поднял тему радикальных реформ в социальной сфере, заявив, что действующая модель социального государства больше не соответствует экономическим возможностям страны. Мерц говорит о необходимости изменений, в частности, касающихся гражданского пособия Бюргергельд, о росте насыщения социальных систем и о том, что текущие расходы не по силам экономики. Такие заявления не остались равнодушными. Партия СДПГ, Социал-демократическая партия Германии, выражает резкое недовольство. Парламентский управляющий СДПГ Йохан Фехнер заявил, что жесткие атаки на наш социальный строй не соответствуют духу конструктивных переговоров, на которые стороны договорились в ходе коалиционных консультаций в Вюрцбурге. В коалиции отмечают, да, реформы необходимы, но они должны обсуждаться взвешенно, без резких заявлений ради скандала. Таким образом, в Германии обостряется дискуссия о социальной политике. С одной стороны, давление на сокращение расходов и жесткие реформы, с другой – требования защиты социальной системы и предупреждения об угрозе социальной справедливости. И еще одна важная новость, которая вызывает обеспокоенность. В Германии полиция выражает обеспокоенность из-за волны телефонных мошенничеств. В федеральной земле Баден-Вюртемберг в последние дни участилось число случаев, когда неизвестные звонят гражданам, представляясь полицейскими или сотрудниками банка. Злоумышленники рассказывают жителям вымышленные истории о совершенных рядом преступлениях или об опасности, грозящей близким, с требованием передать деньги, ценности или даже личные данные для защиты. По данным полиции, с прошлого четверга было совершено более 5000 звонков. Обнаружено 49 случаев, когда удалось предотвратить передачу денег с предполагаемым ущербом свыше 300 тысяч евро. Мошенники, как предполагается, действуют из-за границы, возможно, через колл-центры, что усложняет их поиски и арест. Полиция предостерегает жителей ни в коем случае не передавать деньги или ценности незнакомым, не разглашать личные данные, в случае сомнения обращаться по официальным каналам или звонить в экстренные службы. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.